Дорогие друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. И сегодня у нас очень важная тема. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить уведомления колокольчика о выпусках новых. И рада, что вы со мной. Представлюсь для новеньких. Меня зовут Полина. В социальных сетях Аполлинария — это мое полное имя. Я мистик, биоэнергет, психолог, носитель дара по роду. У меня цыганская кровь. И я всю свою жизнь занимаюсь мистериями и изучением этого мироустройства. С самого своего рождения неосознанно, то бишь с 3 лет, и вот по сей день осознанно изучаю этот мир, изучаю конфессии, религии, изучаю традиции, изучаю то, как действует магия в нашем современном мире повседневной жизни. Сейчас я проживаю в городе Киев, Украина. Неоднократно стала участником большого количества интервью, где, естественно, меня приглашали как прогностика, как видящего прогностика по вопросам международных отношений и того, что будет происходить и происходит на территории Украины. Большое количество этих каналов не имеют возможности слышать меня и сотрудничать со мной по причине того, что у меня русский язык. Украинским языком я не владею в разговорном виде, поэтому говорю на том, на котором могу изъясниться вам и быть доступно. Это видео я решила снять для того, чтобы свободно говорить на все темы, даже такие изощренные, как политика, война, международные отношения, международные контакты, экономика и все, что касается будущего нашей планеты. Начнем с нескольких пунктов. Я бы хотела поговорить про ситуацию в Украине на данный момент, поэтому видео будет обращено в большей части к тем, кому интересна судьба Украины и жителям Украины, гражданам Украины. И от видео к видео по нарастанию ваших интересов, по вашим вопросам, я буду давать прогностику, в принципе, по планете и по тем странам, которые нас окружают, которые нам с вами важны, в которых нам с вами жить, дорожить, любить и строить свое будущее. Что касается Украины. С весны 2024 года, в своих интервью я тоже это говорила, повторю здесь, для тех, кто их не видел, Украина начинает выходить на стадию завершения крупных военных атак. Это значит, что совсем вскоре мы увидим те пункты, которые касаются, по которым, может быть, завершены крупные военные действия на территории Украины. Я буду говорить об этом конфликте, который мы с вами видим как Украина-Россия, как о международной чистке, и буду говорить про славянское население, треугольник Белоруссия, Россия, Украина, который является самым основным в том, почему вычищение мира происходит в первую очередь с наших стран. По поводу военных действий. С весны 2024 года, я повторюсь, мы идем к понятным пунктам договора. И цикличность линейного времени, она отмеряется 7-10-летками. Ну, вообще 7 лет, плюс-минус 2-3 года в ту или иную сторону, как правило, в увеличение, то есть 7-10 лет. И сейчас Украина закладывает большой пласт для своей работы, для своего становления, как государство на международной арене, поэтому процессы происходят долго, процессы происходят невидимо. Информационная атака идет во всех государствах всего мира, и нам с вами говорят так и то, для того, чтобы последняя часть населения, которая может реагировать, напугаться, чувствовать себя неуверенно, все-таки отреагирует и попадет под влияние госоргана, то есть госимперии, тех интересов, которые преследует государство в этом конфликте и вообще, в принципе, в конфигурации сегодняшнего мира. Совсем вскоре мы увидим те пункты, и сейчас идет речь про установление границ, которые будут установлены на ближайшие 7-10 лет. И на данный момент я как прогноз могу сказать, что 85% это все-таки те границы, которые есть в данный момент. Есть небольшая вероятность того, что эти границы могут чуть-чуть сузиться для Украины и расшириться в сторону Российской Федерации. Но этот процент невелик, и все-таки больше вероятность того, что на тонком плане просматриваемая больше, что Украина останется в тех границах, которые есть сейчас. Почему очень большое привлечение мужского населения? Смотрите, безусловно, логически понятно, война и как бы кто еще будет воевать, но
происходит во всем мире угнетение мужской энергии и угнетение трансформации, перестройка мужской силы. Если раньше она была в директивном ключе, то сейчас она должна перевестись в более гибкие условия и в более лояльное и созидательное взаимоотношения, в принципе, как с людьми, то есть мужчины с людьми, так и в рамках мировых каких-то держав, политики и так далее. То есть идет трансформация мужской энергии, мужской силы не только на территории Украины, не только с военными силами России, не только с военными силами Беларуси, а в принципе в мире. И в ближайшие 3-5 лет вы можете наблюдать, как будут расти психические заболевания большого количества людей. И вы увидите, что больше всего этому будут подвержены мужчины. Поэтому наша женская задача их поддерживать, не нагружать, проявлять снисхождение и понимать, что в действительности, даже если мужчины не являются прямыми участниками, энергетическая перестройка у них будет идти сильнее, чем у нас, у женщин. Она идет у всего мира, она идет у всего населения. Но мужчины этому подвержены сильнее. Поэтому мы, как мудрая женская энергия, как сама жизнь, само творение, понимаем это и не торопим. Что касается торопления, также я предлагаю вам и рекомендую не торопить события, происходящие в Украине. Чем быстрее вы хотите переплюнуть все шаги, переступить те ступени, которые должны пройти, а жители Украины безумно устали и очень сильно хотят завершения. Они очень сильно хотят и возмездия, кто-то хочет просто спокойно жить, кто-то хочет просто увидеть своих родственников, либо же знать, что их дом точно будет в целости и сохранности, спокойно спать. Я рекомендую не торопить, потому что, еще раз повторюсь, сейчас происходит закладка энергетическая очень мощная всех процессов, как пойдет Украина и экономически, и военная держава, и государственная держава, и социальные законы. И, кстати, сейчас идет закладка того, кого из людей и какие нации соберет в себе Украина, потому что она, да, безусловно, будет еще больше интернациональным государством, но рамки въезда в нее сильно сузятся, даже для тех, кто имеет гражданство. И это будет не сразу, но мы через 2 года это увидим, эти пункты, и они очень многих удивят. Поэтому Украина будет фильтровать, в том числе людей. А если вернутся те, кто являются гражданами, но долго не жили, то они вернутся тоже с абсолютно новыми энергиями. И поверьте, не там, так здесь, но будет своя перемолка, будет своя вычистка, будет свой процесс очищения и освобождения от тех аспектов негативных, которые очень сильно человеку самому же, в принципе, портили жизнь. Что касается народа в Украине, я считаю, что народ в Украине справляется со своей главной задачей в этой войне. Главная задача – это открытое сердце, несмотря на сложность. И я вижу, как это происходит. Я вижу, каким образом граждане Украины действительно, хоть и язвительно, но они готовы открывать двери своего дома и готовы открывать руки для того, чтобы помочь людям, рядом стоящим, для того, чтобы помочь людям также пройти через это, как и они сами. Поэтому сплоченность нации будет еще больше. Но я хочу вам сказать, что нация – это не те, кто топчется по этой земле. Нация и самые близкие люди – это те, кто находится сейчас, на данный момент, физически рядом с вами. Потому что только они могут оказать вам эту помощь. И если человек находится не рядом с вами, то он по факту своего нахождения, местонахождения, он сейчас не является прямо здесь и сейчас самым ближайшим человеком. Подумайте, пожалуйста, об этом. Поэтому я говорю про граждан Украины, всех тех, кто хочет проживать, пребывать и возвращаться на эту землю. Очень часто задают вопросы про то, будет ли война и рознь наций. Это на века, многие люди уверены в этом или очень этого хотят. Я хочу вас огорчить, я этого не вижу, этого не будет. И в ближайшие 10 лет совершенно другой вектор примут
и Россия, и Украина, и Белоруссия, и вообще международное поле. Поменяются градации Евросоюза, поменяются некоторые роли, об этом будем говорить в других роликах, если вам это будет интересно. Сейчас про Украину и про наш треугольник. И, в принципе, видеообращение к тем, кто пребывает на территории Украины или хочет пребывать. Поэтому национальной вражды, тем, кто ее сильно-сильно жаждет, я хочу вас расстроить. Ее не будет. Потому что людей, которые ее не хотят, становится больше. Это правда. Это так не видно пока, но скоро все увидят. Что бы мне еще хотелось сказать насчет языка. Я не вижу, что русский язык будет испепелен из пространства Украины. Русский язык испокон веков здесь был, и на нем говорили. И язык, дорогие мои читатели и слушатели, это средство понимания энергии человека. Сейчас я говорю с вами определенным тоном голоса, моим родным, и говорю своим языком. И мой язык передает мои знания, мою веру и то, что я хочу сказать для вас. Если я люблю слышать свои мысли этим языком, если я чувствую свою энергетику этим языком, то я буду изъясняться на этом языке, что предлагаю делать вам. Но, естественно, расширение вашего информационного поля в виде обретения новой лингвистики, иностранноязычной лингвистики, оно даст только плюс вашему ментальному телу. Поэтому одно с другим никак не связано. Развивайтесь, но и не усугубляйте развитие, не подавляйте, не ингибируйте развитие другого человека. Это очень важно. Это закон. Это закон, который сейчас будет работать. Также я бы хотела сказать про территорию Украины немного. Да? Сейчас это видео короткое, и я буду вот такими коротышами записывать последующие, для того, чтобы была ясность и не скапливать все в одном месте. Сейчас территория Украины, а именно горные местности, очень хороши для развития недвижимости и для развития бизнеса. Я знаю, что этот вопрос стоит очень у многих, поэтому любые приобретения недвижимости, либо построение какого-то бизнеса в пригорных территориях Украины будет только плюсом на ближайшее энное количество лет. А еще раз хочу сказать, почему я решила записать это видеообращение. Это видеообращение связано с тем, что я сама, как гражданка России, с удовольствием проживаю и пребываю на территории Украины, знаю свой путь и предназначение здесь, знаю, почему я вещаю для украинцев, и вскоре это будет еще более понятно в массах. И я, как человек, проживающий всю свою жизнь на территории другой страны, абсолютно безапелляционно и четко, без интереса к какой-либо стороне, вместе со своим даром могу позволить себе говорить прогностику относительно стран и международных циклов развития стран. Поэтому еще раз благодарю за внимание. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои вопросы, и увидимся в следующих выпусках.